Всем привет! Сегодня буду открывать более 2000 черных президентов, более 25 передовых кейсов и еще разное по мелочи. Вообще, это уже стандартный ролик по теме заключения того, как для меня прошел сезон, вместе с open кейсом, итогами и розыгрышем в конце ролика. Посмотрим, чего я смог добиться за нынешний сезон. А перед началом небольшая рекламка. Лучший ивент вышел этой осенью, а именно черный рейд. Итак, я думаю начать с самых сочных кейсов, а именно передовых. Да, открывал я их не один раз, а периодически докупал, пока была возможность. Но тем не менее, вот подборка всего, что я открывал. Первая партия с 10 штук. Вот покупочка прошла, давайте открывать. Итак, первый кейс и ничего стоящего. Ну тут как бы я ни на что не надеюсь даже. Оу май. Со второго кейса Скараж. Неплохо, неплохо. Так, а дальше уже что-то не прет. Ну и ладненько. Ну, слушай, лазутка уже лучше, чем ножик за 100к. Ну а дальше повыпадала только дешевка. Но спасибо уже на том, что выпало. Все это я сразу продал, как только получил. Да, цена сейчас кажется высокая, но в то время оно столько и стоило. Но каждый день цена падала, так что Скараж я успел продать хотя бы за 18 лямов. После этого я случайно открыл один элитный кейс, в котором не было ничего ценного, а чисто открыл его мискликом. Ведь просто хотел в коллекции его оставить. Итак, следующая партия из 3 кейсов. Так, с первым все понятно. Стой, остановись! Да, Эльбрус. Наконец-то. Спустя более 200 кейсов я его выбил. Я сейчас имею в виду кейсы из прошлого сезона, где более чем в 200 кейсах он мне не выпал. Ну а в третьем пистолетик, впрочем ничего ценного. По крайней мере Эльбрус уже окупил эти кейсы в этом сезоне. Еще один кейсик, его открыл тоже случайно. Выпал Аука 3. Итак, последняя крупная партия из 11 кейсов. Спойлер, тут ничего ценного не выпадет, разве что пара барсок.
А на остаток разобранных шмоток я купил еще 3 кейса. Тут также ничего интересного. И опять на остаток я купил последний кейс данного типа. Спасибо хоть за еще одну барску. Эльбрус и прицелы я продал. И дальше пора было открывать большое количество черных кейсов. Для начала возьму персональные. Буду открывать по 500 штук. Так. На 470 кейсе выпала первая ляга на Ригель. Пока что она первая, и у меня нет ни одной искры части, поэтому пора брать вторую партию из 500 кейсов.
Итак, на 771 кейсе выпала вторая лего. И опять на этот же Абрикель. Какого хера падает подряд две одинаковые легендарки, я не понимаю. При этом заметьте, что у меня еще не падало ни одной исключительной части. Вообще эта херь с повторками пипец как раздражает. Вот раньше, год назад, было охуенно. Знаете чем? Тем, что можно было менять одну часть на другую. То есть типа у тебя есть лего на Ригель, но ты хочешь на СТС. И ты просто меняешь ее у обменщика. А то, что сейчас, это чисто чтобы больше задротили или донатили на кейсы. Ну вот как-то так. Итак, почти на 1000-м кейсе выпала искл часть на СТС-ку. Вот только фишка в том, что мне как раз на нее не нужно, ведь у меня уже есть СТС-ка. Подытожим, за 1000 кейсов мне выпало 2 легендарки и 1 искл часть. Вроде неплохо было бы, если бы не 2 повторки. Так, ладно, осталось 140 персональных, давайте их откроем. Что ж, ладно, это было ожидаемо, что за такое количество ничего не выпадет. Пора взять передаваемые кейсы. Первая партия пошла. Опа, лего на Карбач. Это деду надо. Даже больше, чем на Ригель. Итак, за еще партию кейсов мне ничего не выпало, кроме леги на Карбач.
Забавно то, что у меня 3 леги и всего одна искл часть. Я давно заметил, еще с прошлого года, что на искл часть шансы намного меньше, чем на легендарке. Окей, открываю последнюю партию из 500 кейсов. Что выбью, то выбью уже. Да, вы можете заметить, что у меня еще есть много кейсов, но они не для открытия. Я и даже эту 1000 передаваемых не особо хотел открывать. Но решил попробовать, что будет. Опа, искал на Ригель. Ну хоть первую шмотку собрал на 1600 кейсе. Вау, круто. Это был сарказм. Спасибо, Лего на СТС-ку. Вообще, я немного разочарован шансами. Я скажу, что я предчувствовал, что так будет, что мне выпадет все, что хочешь, включая повторки, особенно повторки, кроме Карбача. Это единственная вещь, которую я реально хотел выбить из этих кейсов, так как СТС это уже вторая, а Ригель чисто для коллекции. И тут фишка в том, что Карбач я уже не могу выбить второй год. Да, на прошлом марафоне я также не смог его выбить, как и на этом. Но больше кейсов открывать я не буду. Вообще, я выбил почти все, кроме Карбача. Остальные пушки, которые падали, у меня были еще с прошлого марафона, как и ножики. В общем, вот все, что выпало с этих кейсов. Запасов, кстати, не так много, как раньше. Раньше побольше дропалось. Сейчас начали еще падать прото-артефакты, которые вообще был бред запихивать в эти кейсы, как по мне. Ладно, посмотрим, что еще осталось. Так, Twitch дропсы и кейсы с талонами, обликами. Погнали! Воу. А вот с кейсов с обликами я вообще не ожидал, что что-то выбью. А выпал самый лучший облик из всех. В принципе, спасибо. Красочка вот эта, кстати, мне нравится. Особенно хорошо смотрится в отличие от большинства мусорных с этого сезона. Ну и талончики. Итак, друзья, что я хочу сказать по итогам этого сезона. Заработал я на нем, естественно, меньше, чем в предыдущем, ведь я особо не фармил, у меня всего-то 1400 уровень. А, кстати, куплю запаски, раз у меня еще осталась валюта.
Вот первая вкладочка, где я складывал все с этого сезона. Да, тут есть некоторые вещи не с него, а просто мне для чего-то нужно было, но в основном все же тут вещи, которые я смог зафармить именно за этот сезон. Второй Ягдаш, и не только. Чуток запасок и всякая всячина. Из кейсов я выбил Ригель и Облик на него, и плюс СТС-очка. Но крафтить Сашку я не стал, чтобы просто место не занимало. Кстати, совсем забыл о талонах. Давай-ка куплю 2 части на штурму. Итак, всего у меня 5 частей. Зимой, конечно, не соберу, но вот уже весной, да. Что еще у меня тут есть? Третья вкладочка. Обычно я складывал вещи с фарма, которые просто мне были нужны на продажу, или что-то еще так в быстром доступе, скажем. А вот еще одна вкладка с алкоголем. Также это все за этот сезон, но продавать долго, даже очень. А вот еще вещи, заработанные за этот сезон. Они у меня на продажу. Если подводить итоги, то чистыми я заработал 650 миллионов. То есть это те деньги, которые я могу получить, продав шмотки, заработанные за этот сезон. Включая кейсы, запаски и так далее. А грязными, включая всякие траты на разные вещи, артефакты, заточку и так далее, то накиньте еще примерно 150-200 лямов. И получится оборот примерно 800 лямов за этот сезон. Ну и плюс 200 миллионов за прошлые спонсорские подгоны, которые я продал и забрал деньги в этом сезоне. На них я купил черных президентов, так что по факту они входят в ту сумму 650 миллионов. Я скажу даже, что в этом сезоне я окупился, покупая кейсы за ивентовую валюту. В основном из-за Эльбруса. Если бы не он, то я опять пошел бы в минус. Вот так вот, ребята. А как для вас закончился сезон? А, кстати, ивент я не фармил так, что и награды я не получу. Мне важнее было сделать наличку, а не то, что тут есть. Оно не стоит того времени, которое нужно, чтобы войти в гвардию барона. Единственное, что меня немного расстроило, это то, что я не смог второй год выбить Карбач. Придется ждать для этого еще год. На этом переходим к розыгрышу. Розыгрыш будет на 20 миллионов. Всего будет 3 места, каждое по 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Розыгрыш только для ю. А теперь об условиях участия. Каждое место будет привязано к одной из площадок. То есть одно призовое место будет при подписке на YouTube канал, лайк под видео и комментарий с вашим ником. Это будет первое место. Второе будет уже в Телеграме. Ссылочку я оставлю в описании. Что делаем? Переходим в нашу телегу, подписываемся и нажимаем участвовать. И третье место будет в нашем Дискорде. Ситуация тут такая же, как с Телеграмом. Все ссылочки и подробности будут в описании, а также в Телеграме и в Дискорде. Результаты розыгрыша будут 18 декабря. Всем удачи и до новых встреч!